Есть места, о которых почти никто не вспоминает, да и, скорее всего, не знает. Когда-то здесь кипела жизнь. Рабочие смены, гул станков, дым над трубами. А сегодня только бетон, ветер и тишина. Мы отправились к одному из таких мест – Бордунский завод. Завод заранее был найден на карте, маршрут проложен и, как мне казалось, все четко. Только вот навигатор бодро скомандовал: двигайтесь вверх по серпантину, а дальше пешком. Через 200 метров резкий поворот налево. Пешком? Через овраг? Серьезно? Я подумала, может быть, мы подойдем с другой стороны, вдруг там тайный вход для посвященных. Но все оказалось куда прозаичнее. Завод был на другой стороне, а навигатор просто ткнул в ближайшую точку по воздуху. Ух ты! У меня микрофон не с собой, поэтому звук, возможно, будет не очень хороший. Это мы еще даже до завода не доехали, вот просто какие-то здания. Что ты там не пилинкаешь? Ой. Доживает свой век. Ой, коровы в заброшках это всегда это. Привет! Я тебя уже не испугалась, как в Актюзе. Привет! В общем, расклад такой. Если мы туда сейчас проедем, там прям в горе будет находиться этот завод. Так же, как, в принципе, и в Актюзе. А здание вот это вот, да и в принципе все здания, которые здесь находятся, доживают свой последний век. Уехали, бросили меня, да? Там внизу еще люди живут. То есть это поселок Кашка. Орловку мы миновали и попали в поселок Кашка. Вот, здесь еще кто-то живет. Видимо, там тоже какой-то завод был. Сейчас поближе. Нет, поближе не сделаю. Видно, думаю, там. Тоже какое-то здание. Может, тоже какой-то... Мам, дорогая. Какой-то завод. Под ноги забыла смотреть. Все уже. Теряю хватку. Давно не ходила. Он как-то поновее выглядит, нежели то, что вот здесь вот, конечно, находится. Съехали вниз, проехали по нужной дороге. И вот он, шлагбаум. Дальше мы пошли пешком. Сначала тропинка вела вверх. Наверху полуразрушенное строение. Возможно, подстанция или вспомогательное здание, связанное с заводом. Но все выглядело заброшенным. Был бы знак уже, то, что радиоактивность есть. Где будет, там вам нельзя будет заходить. А я родилась в таком поселке, где радиация. У меня она уже в крови течет, понимаете? Так. Какой-то звук, какой-то техники. Кто-то. Гидрозатвор. Да, это под современное где-то. Это и есть этот завод? Вот он теперь вблизи.
Но это все еще было не то место, которое мы искали. Завода, как казалось, на первый взгляд не было. Вон там предприятие какое-то или что? Прямо на самом-самом верху, вон там. Сейчас пройдемся, посмотрим просто хотя бы остатки этих зданий, бывших складов или еще чего-либо. Зайцы тут бегают. Тихо очень. Кстати говоря, здесь охрана находится, поэтому мы, как обычно, всегда спрашиваем разрешение, прежде чем куда-то входить. Поэтому просто так сюда не зайдешь. Очень много птиц здесь. К слову, да, немножечко отойдем от темы. Зайцев много бегает. Тоже пока мы шли, зайчишки тут бегали всякие разные. Вот, а так идем пока мимо вот этих вот обрушенных зданий. Что дальше, я не знаю. Наверху я показывала какое-то предприятие или что это, я тоже не в курсе вообще. Но, во всяком случае, интересно. Я когда всегда собираюсь, беру с собой фонари, перчатки на всякий пожарный. Молодец, все благополучно в машине оставил. Самое главное, взяла телефон и микрофон. Но, судя по всему, здесь это особо даже и не пригодится. Потому что тут даже и войти-то некуда. Скорее всего, как и в Актюзе есть штольни, но их место расположения неизвестно. Хотя по карте я видела, если дальше пройти, вот куда я сейчас направляюсь, там ведет путь в шахту. Судя по всему, может быть и нет, я могу и ошибаться. Ну, а так сейчас покажу. Ну да, как я и говорила, вот там, если видите дальше, скорее всего, путь в штольню идет. Ох ты! Провалилось что-то. Все, мне не разрешают идти туда. Ладно, думаю, там ничего интересного нет. Идем обратно. Территорию завода и сам завод, я показала. Не такой большой, не такой грандиозный, как в Актюзе, но тоже когда-то приносил пользу и функционировал. Ничего себе не грандиозное. Мы осмотрелись и вернулись к машине, к тому самому шлагбауму. И тогда я заметила узкую тропинку, ведущую вниз. Мы сейчас по другой развилке пошли. Если выходить с той дороги, тут развилка есть. Сейчас я пошла по развилке, которая ведет вниз. И, скорее всего, мимо завода мы и пройдем. И бинго! Появился завод. Ну да. Ну, как видно, он не такой большой, как тот в Актюзе. Но тоже приносил пользу в свое время. Сейчас мы здесь тоже глянем. Тут тоже. Вот он еще вниз спускается. И там вот тоже подразрушилось. В Актюзе, если он целый, здесь он уже разваленный. А в принципе, принцип, как бы это ни звучало, тавтологии одинаковый. Вот можем сейчас мимо уцелевшего более-менее пройти сегмента. Так, тут надо аккуратно. Вот. Внутри помещение. Тут наверху второй этаж. Тут тоже четверг. Там написано, не видно, наверное. Четверг, наверное, день техники безопасности. Вот там написано. Надпись осталась. Там что-то тоже. Выход вниз. Это если заходить по этой лестнице. Если в Актюзе, помните, да, там тоже был такой же вход по лестнице, но здесь было закрыто, а здесь открыто. Там еще, видимо, что-то додействовало, а здесь нет. Ну, пойдемте вниз, дальше пройдем.
Месторождение здесь содержало уран, торий и свинец. Именно на его базе в 1948 году началось строительство Бордунского горно-обогатительного комбината. По тем временам это была мощная стройка. Только чтобы расчистить площадку под будущую фабрику, понадобилось больше 500 тонн взрывчатки. Работали тысячи человек. В 1953 году все было готово. Завод начал переработку свинцово-цинковой руды. Карьер был глубиной до 160 метров. Но уже в начале 60-х местные рудники начали истощаться. Заводу грозила остановка. Тогда коллективу пришлось буквально начать все заново, с новыми задачами, новой продукцией и новой технологией. В 1969 году на базе комбината создали новое производство. Завод начал перерабатывать редкоземельные руды, привозимые из других месторождений. Это было начало химико-металлургической эпохи. Здесь получали оксиды итрия, неодима, эрбия, материалы, которые использовались в радиотехнике, производстве люминофоров, огнеупорной керамики и даже в ракетостроении. В 70-х годах завод вышел на еще один технологический уровень. Открылось полупроводниковое направление. Здесь начали выпускать кремниевые шлифованные пластины. К 80-м годам завод производил более 120 наименований продукции. Его материалы использовались по всему Советскому Союзу, от металлургии до электроники. Со временем предприятие стало частью Кыргызского химико-металлургического завода. Но в 2006 году переработка редкоземельных концентратов здесь была окончательно прекращена. Сейчас это склад в прошлое. Пустые цеха, заросшие тропинки и предметы с того времени. Но когда-то здесь кипела работа, и этот завод был важнейшим промышленным узлом страны. Нашли ящик, тут 71-го года аж. Наименование продукта, партия, количество мест, вес и прочее. Здесь такое есть. Ну вот, тоже то, что осталось. И вот помещение яркое. Вернее, здание. Высокое достаточно. Вон, если посмотреть. Ух, мне аж не видно. Что-то тут добыло. Но это вот единственный, наверное, сегмент, который уцелел. Если смотреть внизу все обвалилось и обрушилось. А здесь все-таки еще остались целые сегменты, моменты. Кто-то уже тут побывал. Сейчас здесь посмотрим, хотя бы в какое-то помещение зайдем. Я здесь. Не переживай, муж. Здесь мы посмотрим. А вот здесь я пожалела, что забыла взять фонарь. Ну ладно. В принципе, должно быть видно более-менее. Тут. Кстати, я даже глазами мало вижу, а камера больше видит. Интересно, какой-то мини-склад. О, еще. Ух ты, мама дорогая. Ух ты, мама дорогая. Тут какие-то шланги. Резина, короче, какая-то. Здесь у нас располагается. Пошли дальше. Здесь очень много обрушенных, разрушенных. Там тоже, кстати, есть вход. Можно там посмотреть будет. Кусок стены просто отлетел. Высокая. Так. А это мы с другой стороны. Там мы были, где резина. А здесь просто что-то устанавливали. Вот так вот. Сейчас через дырочку вверх посмотрим и увидим верхние этажи. И вот как будто бы там мы побывали, да? Опа!
Ну, максимально, насколько я смогла, поднялась. Вот. Конструкции все же, конечно, отличаются. Актюс Каджисай вообще совершенно другой завод был. Совершенно другое предприятие. Это по-своему другое. То есть они все разные, но выполняли полезную функцию. Все. О, там просто... Там табличку я хотела снять. Какой пол тут красивый. Черный. И табличка есть. Кран. Балка, разрешение, размеры, характеристики. Какие-то тут туалеты, наверное. Да, туалеты. Все правильно. Это туалет здесь был раньше. Там дальше не знаю. Тоже что-то интересное. Ух ты. Тоже какое-то помещение. Камера шакалит качество. Стул наверху резко тут оказался. Внезапно. Ну и здесь в начале тоже помещение. И что-то тут очень много всего лежит. Ну вот. Все-таки я еще думала, не удастся нам побывать внутри, а все-таки удалось. Все-таки тут даже более-менее открыто. Конечно, не будем сильно это рисковать. Посмотрели то, что доступно, и то, что более-менее безопасно. Остальное оставим как есть. Вот такой он, Бордунский завод. Я не знаю, чем стало это место для вас, но для меня это еще один кусочек памяти, спрятанный в горах. Спасибо, что были рядом. До следующего маршрута.